Привет, друзья! Ролик посвящен 3 стратегиям поведения в современном мире, которые помогут вам улучшить свою жизнь, поднять свой статус. Я говорю о стратегии соблюдения личных границ, проактивности, а также формировании репутации и ценностей. Стратегия соблюдения личных границ. Наверное, главной стратегией для сохранения своего «я» и защиты от агрессивной сущности общества является стратегия соблюдения личных границ. Буду использовать аналогию из мира животных. Любая особь любого вида на Земле имеет рефлексы и встроенные в генетику механизмы защиты себя, статуса, генов от внешней среды и врагов. Без выполнения задачи номер 1, то есть выживания, особь просто физически не сможет размножиться. Современный социум у многих людей, особенно в юном возрасте, рождает вредную и опасную иллюзию, что мир не настолько опасен, чтобы активно защищать свои интересы и безопасность. Увы, это не так. Смысл стратегии таков: вы должны постоянно отстаивать свои ключевые интересы, обеспечить физическую и ментальную безопасность от любого человека, будь то незнакомец или представитель семьи. Я говорю о защите от манипуляций, нападок, беспричинных обвинений, а также попыток использовать вас или ваши ресурсы не в ваших интересах. Пример. Когда вы первый раз встречаетесь с незнакомой девушкой, видите, что она просто хочет использовать даже не вас, а ваш кошелек или ваши иные ресурсы. Я не смогу в формате небольшого ролика дать много полезной информации. Ваша задача понять: защита вас на всех уровнях, от физического до психического, а также преследование ваших интересов – это только ваша забота. Запомните это. Ни родители, ни друзья, никто другой по существу не будет отстаивать именно ваши интересы. Родители часто мотивированы искаженным пониманием ваших интересов, в которых могут дремать уже их неразрешенные внутренние проблемы, конфликты, ошибки. Это своего рода проецирование родительского «я» на ребенка. Итак, ваша задача за длительное время развить и закрепить навсегда навык распознавания агрессии и защиты от нее. Найдите полезные материалы на данную тему в сети, а также людей из своего окружения, которые эффективно справляются с данной задачей. Стратегия проактивности и гибкости. Друзья, я хочу поделиться в рассказе о второй стратегии личным примером. Я и мой университетский друг храним десятки гигабайтов данных по теме соблазнения и знакомств на домашних компьютерах. Увы, наша эффективность в данной теме всегда была крайне низкой, и она меня очень озадачивала. И почему-то она никак не зависела от наших знаний, эрудированности в вопросе. В то же время некоторые успешные знакомые, зачастую никак не изучавшие матчасть теории знакомств, имели результаты намного лучше наших. Они были настоящими практиками. Данный пример наглядно показывает, что главное в любом деле именно делать, а не заниматься чем-то другим. Именно по вашим действиям, даже в случае неудачи, вас будут оценивать в обществе. Проактивность – это способность действовать вопреки сложностям, сомнениям, ограничениям и, что еще важнее, неопределенности. При всем вышесказанном стоит не забывать, что чрезмерное упорство и догматизм только мешают достижению целей. Мир усложняется с каждым годом, и просчитать или даже предсказать будущее становится почти нереальной задачей. Именно способность в нужной мере подстроиться и перестроиться под решение задачи является ключевым фактором в достижении успеха. Балансируйте между упорством, активностью, настойчивостью и гибкостью в своих методах решения задач. Не забывайте научиться хотя бы малому планированию дел и управлению вниманием, как главным ресурсом в современном мире. Стратегия формирования репутации и ценностей. В этом блоке я кратко расскажу, почему так важна репутация и ценности. По мнению некоторых ученых, в странах СНГ крайне низкая культура личной репутации, в отличие от стран Запада. Хотя, разумеется, бывают исключения. Мысль больше касается работы бизнеса, чиновников, официальных лиц. На уровне ниже, а также в рамках горизонтальных связей,
Репутация и ваш имидж уже начинают играть значительную роль. Следует помнить, что людей с четкими и сильными ценностями, которые методично следуют своим убеждениям и преследуют свои интересы, уважают в любом обществе. Им, так сказать, выдают нематериальный кредит доверия, к их мнению могут прислушиваться и могут с большей охотой помогать, а люди способны поддерживать их с большей вероятностью в трудную минуту. И иногда такие люди могут влиять на принятие локальных решений, например, в микросоциуме, на родительском собрании или в рабочем коллективе. Важно помнить, что всегда следует балансировать между личными эгоистичными интересами и интересами тех, от кого ты зависишь или кто влияет на тебя. Нельзя становиться законченным эгоистом. Стоит думать о желаниях и интересах окружающих. Репутация и ценности зачастую тесно взаимосвязаны. Я должен обязательно сказать, что использование данной стратегии опасно, особенно если ваши ценности идут вразрез с ценностями общества, где вы живете постоянно или находитесь временно. Особенно данная стратегия может быть опасна, когда вы живете в условиях ограничений, например, в местах заключения, в ссылке, в плену и так далее. Не стоит афишировать ваши взгляды или демонстративно нарабатывать репутацию хорошего человека, например, так как это может возыметь обратный эффект. В заключение скажу, что при умелом и разумном использовании даже одной из указанных стратегий в этом ролике ваша жизнь может со временем подняться на иной уровень. Я искренне желаю вам успеха. С вами был Развиватор. И помните, в темные времена решает светлая голова.